Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим про такую болезнь, как инсульт. Инсульт – это серьезное заболевание, которое может привести к смерти или инвалидности. Он возникает, когда кровь не достигает мозга, что приводит к нарушению его функций. Инсульт может возникнуть внезапно, и очень важно узнать его симптомы и действовать быстро, чтобы минимизировать его последствия. Существует два типа инсульта – ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит, когда кровеносный сосуд, обычно артерия, забивается или затрудняет доступ кислорода и питательных веществ к мозгу. Геморрагический инсульт происходит, когда кровеносный сосуд лопается, и кровь заполняет мозг. Симптомы, которые могут предшествовать инсульту за пару дней, могут быть неочевидными или различаться в зависимости от типа инсульта. Некоторые общие симптомы могут включать в себя такие, как головные боли или мигрени. Периодические или частые головные боли могут быть сигналом возможной болезни. Парестезии, ощущение онемения или покалывания в конечностях, лице или теле может возникнуть за дни до инсульта. Проблемы со зрением, размытость, двоение или потеря зрения в одном или обоих глазах могут возникнуть перед инсультом. Головокружение, частое или необъяснимое головокружение может быть связано с будущим инсультом. Речевые проблемы, трудности с выражением мыслей или пониманием речи могут возникнуть перед инсультом. Ощущение слабости в конечностях или на одной стороне тела может быть признаком наступающего инсульта. Потеря равновесия, проблемы с координацией и равновесием могут быть признаком возможного инсульта. Однако, важно отметить, что эти симптомы не всегда являются предвестниками инсульта и могут быть связаны с другими проблемами со здоровьем. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов или другие проблемы со здоровьем, вам следует обратиться к врачу для диагностики и лечения. Инсульт может включать в себя такие симптомы, как необычная головная боль, одышку или затрудненное дыхание, сильное головокружение или потерю равновесия, размытое или двойное зрение, трудности в речи или понимании речи других людей, ощущение онемения, слабости или паралича в одной или обеих руках, ногах или лице, неожиданные проблемы с координацией. И если вы или кто-то из вашего окружения испытывает любой из этих симптомов, срочно вызовите скорую помощь и сообщите им о возможном инсульте. И чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов на полное выздоровление и минимальные последствия. Лечение инсульта включает в себя устранение причины и восстановление функций мозга. В некоторых случаях может потребоваться реабилитация, чтобы помочь пострадавшему восстановить потерянные навыки. Инсульт – это серьезное заболевание, которое может произойти у любого человека, независимо от возраста или здоровья. Однако, риск инсульта можно уменьшить, следуя здоровому образу жизни, включая здоровое питание, достаточную физическую активность и избегание курения и употребления алкоголя. Если у вас есть риск развития инсульта, обсудите с вашим врачом, какие меры профилактики и лечения могут быть наиболее эффективными в вашем конкретном случае. Инсульт – это страшное заболевание, но с современными методами диагностики и лечения, в том числе с помощью лекарств и реабилитации, многие люди могут полностью восстановить свои функции после инсульта и вернуться к обычной жизни. Однако, самое главное – это быстро распознать симптомы инсульта и немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы максимально сократить риск последствий и улучшить прогноз выздоровления. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.